Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, в этом видео мы уделим внимание полнолунию, поговорим о том, в каком знаке зодиака будет полнолуние, на какие аспекты нам всем нужно обратить внимание и как дальше будут развиваться события. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы сможете узнать много для себя достаточной информации. Итак, друзья, полнолуние всех нас ждет 18 марта в 10 часов 17 минут по московскому времени в знаке зодиака Дева. И мы неоднократно всем говорили о том, что полнолуние – это период максимального выброса энергии, которая копилась с момента новолуния. Знаете, такой вот пик продуктивности, пик работоспособности, после которого энергия постепенно у нас идет на спад и максимально минимизируется на новолуние. Как мы уже сказали ранее, полнолуние будет в знаке зодиака Девы. И это будет очень сильно отражаться на нашем здоровье, на нашей рутине, то есть на нашем домашней, на рабочей, на наших долгах, на нашем порядке. Как же это будет происходить в общем и в целом? Дело в том, что в этот период могут обостриться какие-то хронические болезни у людей, поэтому будьте внимательны, очень и осторожны. Могут ломаться и выходить из строя любые инструменты. Также есть опасность перегруза в работе бытовой техники, всевозможных инструментов. Может навалиться куча дел, которые будут сложно переделать. Знаете, вот что-то будет мешать, как будто будет что-то не получаться. Могут возникать какие-то проблемы, авралы на работе. Или, например, руководитель хочет от вас того, сам не знает чего. Сами, наверное, были в таком положении и понимаете, о чем мы говорим. Вам могут припомнить о том, что вы кому-то что-то должны, хотя вы и не можете уже даже об этом не помнить, и это также может возникать каких-то приводить конфликты и так далее. Также следите и за своими домашними животными, потому что могут обостряться какие-то болезни даже у ваших любимцев, и, соответственно, вам придется идти к ветеринару. Поэтому все-таки смотрите в это полнолуние очень внимательно за своим ближайшим окружением. Что делать нам всем надо? Во-первых, наведите порядок, выбросите все то лишнее, что вам мешает, что вам не нравится, от чего вы бы сами хотели бы избавиться. Старайтесь не перегружать технику, не перегружайте инструменты, потому что просто будут приводить к тому, что она будет ломаться, нужно будет вызывать на ремонтные работы и так далее. А это дополнительные расходы. То есть, например, если мы берем стиральную машинку, то если у вас сегодня по плану 3 стирки, то сделайте одну стирку, а остальные стирки перенесите на другие дни. Всевозможные важные дела перенесите также на другое время. Постарайтесь в полнолуние прислушаться обязательно к своему самочувствию. Если где-то что-то у вас болит, это говорит о том, что у вас, возможно, есть болезнь, или вам нужно обратить внимание на психосоматику, потому что и одно не исключает другого. Обращаем на это особое внимание. Обязательно возьмите это к сведению и попробуйте понять и прочувствовать, почему так происходит с вами. Конечно же, до самого полнолуния и само полнолуние людей будет очень сильно штормить, и вы будете сами, то есть каждый из нас будет очень эмоционально неустойчив, потому что, кроме того, в связи с теми событиями, которые происходят в мире, у людей очень много страхов, боли, тревоги, непонимания, что же делать дальше и так далее. Обращаем ваше внимание, что будет Солнце будет в оппозиции к Луне и в квадрате к Лилит, который будет поднимать все наши низкочастотные эмоции на поверхность. А это у нас будет и агрессия, это будет злоба, это зависть, ненависть, злость. Люди не будут понимать, да и сейчас не понимают, что с ними происходит, почему они не могут критически мыслить, почему люди не могут осознать и понять,
понять многие вещи. И это, к сожалению, мы еще наблюдаем с середины растущей Луны, то есть где-то ориентировочно с 7-8 марта. Мы видим, как люди, знаете, как будто закодированы, но вот они находятся в какой-то своем пространстве, и они не готовы принимать информацию не только с одной стороны, а со всех сторон, и принимать какие-то более правильные, что ли, вот решения. Поэтому мы рекомендуем всем потерпеть немножко. Это, конечно, сложно, но в воскресенье у нас с вами начинается и день весеннего равноденствия, а также начинается новый астрологический год. И вы знаете, Иванга очень важную вещь сказал, но мы немножко об этом далее поговорим, касательно нового астрологического года. Но а вместе с ним нас с вами ждут новые возможности. На что вот сейчас стоит обратить особое внимание. Любое дело, за которое вы возьметесь, будет проходить легче. Будь это рабочие вопросы, будь это домашние дела. Но здесь есть один момент или одно условие, которое должны все выполнять. Вы должны держать все свои эмоции под контролем. Если вы не умеете это делать, то что бы вы ни делали, у вас ничего не будет получаться, потому что эмоции будут прямо рвать вас изнутри. Также сейчас, в этот период, в полнолуние, это хорошо, если вы займетесь получением новых знаний. При этом не важно, в какой области или отрасли. Это может быть новая книга, это может быть какой-то новый курс для вас. Вы захотите пройти какие-то тренинги, делайте, не ожидайте. Очень важно, чтобы многие люди освободились вот от тех иллюзий, которые сейчас мир проповедует, к сожалению. И держать нужно голову холодной и находиться вот в моменте здесь и сейчас. Как бы и не было бы печально, но вот та жизнь, которая была до 23 февраля, она рушится. И вне зависимости, в какой точке мира вы бы сейчас не находились, это вас также коснется. Потому что на данном этапе начинают происходить достаточно кардинальные изменения в жизни каждого человека. И как бы мы ни хотели, мы связаны с нашей планетой Землей, мы связаны с эгрегором государства, мы связаны с Вселенной и так далее. И очень многие процессы у нас с вами взаимосвязаны. И то, что сейчас происходит в одной стране, если вы думаете, что вас это не коснется, коснется на экономическом плане, на тех социальном уровне, во всех сферах жизни. Здесь очень важно, что вы действительно находились и жили вот в моменте здесь и сейчас. Если вы обратите внимание, мир уже начал меняться. В каком плане? Те государственные институты, которые были в нашем мире, мы не говорим на примере какой-то одной страны, мы говорим о нашем глобальном уровне, на международном уровне, начали организации сыпаться, потому что уже видно сегодня, что они не работают, они не действуют, они показали свою неэффективность. Значит, мир начинает меняться. Как бы никто бы не относился к тем или иным событиям, плохо или хорошо, радовался или печалился, но сейчас мы на материальном уровне должны все вместе пройти это. К сожалению, это очень больно, потому что мы привыкли жить, и наш мозг на данном этапе не готов к тем или иным изменениям. Поэтому старайтесь принимать все вот здесь и сейчас. У вас есть кусок хлеба и крыша над головой. Радуйтесь этому. Не стремитесь сегодня, сейчас заработать большое количество денег, открыть какой-то масштабный бизнес и так далее, и так далее. Сейчас не то время. Сейчас проверяется каждый человек по отношению к себе, в плане любви, в плане сердца, в плане гармонии, как бы вам не было тяжело. Дело в том, что одна страна в мире показала, как могут и произойти изменения во всем мире. Вы сами это видели, и это началось еще 22-23 числа. Кто-то это уже намного раньше видел, эту всю ситуацию, и был готов. Но хотим сразу вам сказать о том, что не нужно расстраиваться, не нужно печалиться. Это вот мир сейчас, но знаете, вот на материальном мире по-другому, чтобы начать строить новый мир,
по-другому никак нельзя. Чтобы его построить, нужно в материальном мире произвести определенные действия. Так же самое, если мы с вами, например, возьмем такое заболевание, как онко. Если врач неправильно проведет операцию, вы знаете, чем это закончится. Поэтому очень важно сделать правильные действия, чтобы больше этого не было в мире. Чтобы мир договорился раз и навсегда. 1, 2, 3, 5, 10. Но сегодня мир не готов это делать. И, к сожалению, многие люди еще не научились осознавать и понимать многие процессы, потому что у многих людей ложное восприятие действительности. И, пожалуйста, вот ко всем рекомендация очень большая. Будьте наблюдателем и не торопитесь ни с какими выводами, которые пришли. То, что вы сегодня видите, в скором времени перевернется. И будет доказано другое. И мир, знаете, удивится, то, что он до этого момента не замечал, к сожалению. Что же нам сейчас всем с вами стоит сделать в это полнолуние? Уделите внимание себе, своей семье, своему телу, здоровью. Занимайтесь любой подходящей вам физической нагрузкой. Благо сейчас уже весна. У вас есть дача, у вас есть участок земли, уделите внимание. Меньше смотрите негатива, это вам не нужно. Придет время, вы все узнаете. Каждый человек на этой планете узнает настоящую правду. Но когда узнают, все ахнут. Обращаем на это ваше особое внимание. Также займитесь сейчас практикой благодарности. Для чего? Для того, чтобы вы не провалились в низкие вибрации. Возьмите, начинайте писать, за что вы благодарны этому миру, благодарны себе, благодарны тем вещам, что происходит в вашей жизни, в вашем понимании. И еще, друзья, мы хотим буквально пару секунд уделить внимание одному моменту, о котором многие люди забыли, но все же. Вы знаете, Ванга говорила о том, что все закончится с криком петуха и годом зеркальных двоек. Вы знаете, год петуха заканчивается как раз в марте 2022 года. И можно сказать о том, что в марте произойдет очень много, у нас до окончания марта осталось совсем немного, и мы с вами увидим очень многие моменты и ситуации в жизни. Также очень важно, чтобы сейчас каждый из нас посылал друг другу любовь. Не нервничал, не переживал, не притягивал эгрегор вот этой боли. Это боль, которая, если мы с вами переживаем, находимся в депрессии, она разрастается. И она разрастается в больших объемах. Поэтому ее нужно убирать. Вам тяжело, но мы с вами, только мы, люди, можем изменить мир. Он будет меняться. Этот мир уже меняется. Посмотрите на финансовую систему. Сегодня в мире уже заявлено о новой финансовой системе. Почитайте в интернете, о ней заявлено на законодательном уровне. Вы удивлены? Это уже проводится. И не хотим никого не расстраивать, не обижать, но будет все меняться в этом мире. И, к сожалению, как бы мы ни хотели, эти изменения коснутся опять же каждого из нас человека. Происходят изменения и в других сферах. Кроме того, в скором времени мы узнаем очень интересное. К сожалению, мы не имеем права говорить о многих вещах. Почему? Дело в том, что, говоря определенные вещи, мы меняем историю. Потому что, услышав нас, люди, ту информацию, которую мы можем сообщить, люди могут в какой-то степени кому-то помешать или наоборот кому-то помочь. Не проиграются определенные ситуации в мире. К сожалению, как бы кто-то скажет, возможно, вы эгоисты, но вы знаете, есть законы космоса, законы Вселенной, которые нельзя ни при каких обстоятельствах нарушать. Поэтому давайте с вами это полнолуние постараемся уделить внимание себе, своей семье, своему здоровью.
и постараться не кормить эгрегора вот того, чего происходит. Вне зависимости, в какой стране мира вы бы не проживали. Это скоро закончится, это пройдет. Друзья, мы вас всех любим, посылаем всем энергию любви, энергию благополучия, энергию радости, энергию всего самого наилучшего.